Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! В этом видео будет супер простая декоративная штукатурка из кварцевой грунтовки и декоративного песка. Ксюша, расскажи, пожалуйста, по подготовке основания. Подготовка должна быть как под обои, но без каких-либо сильных дефектов и изъянов. Первым этапом будем наносить кварцевый грунт. У меня торговой марки Парад, называется Туцгрунт. На первый слой я его заколирую в светло-серый цвет. Для этого будем использовать колер Экотера черный и оранжевый. Оранжевый добавляю для того, чтобы оттенок серого был более теплый. Размешиваю. Главное пигменты смешивать постепенно, то есть добавляя по чуть-чуть. Черный можете побольше, оранжевого прям по капельке. Если перелили случайно оранжевый, то можно его нейтрализовать, добавив чуть-чуть голубого, либо синего оттенка. Переливаю грунт в ванночку и наносить его буду при помощи валика с длинным ворсом. Валик выбираете тот, который не жалко, потому что в дальнейшем он слишком сильно забьется песком, и его будет очень тяжело отмыть. Перед тем, как будете набирать краску на валик, предварительно его смочите водой. И достаточно жирным слоем наношу на поверхность. Сделаю хороший шагрень. Укрывистость у кварцевой грунтовки не очень хорошая, по этой причине периодически необходимо возвращаться к предыдущим местам, где остаются просветы. Просветы видны не сразу, а только в процессе подсыхания материала. То есть он чуть-чуть подсхватывается, вы видите, что где-то пятнышко остается на поверхности, где видно подложку, и, соответственно, там чуть-чуть еще материал разглаживаете. Главное делать слой достаточно жирный, чтобы хорошо раскатывалось по поверхности и оставлялась достаточно такая явная шубка. Докрасили поверхность. Если необходимо, можно нанести еще один второй слой, часика через 2-3. Полное высыхание грунтовки 12, иногда сутки высыхания. Мы оставим часов на 12. Кварцевый грунт полностью высох. Далее покроем его лаком, смешанным с серебристой краской. Наливаю небольшое количество лака из расхода 100 грамм на квадратный метр. И туда же заливаю такую серебристую краску. Лак я использую акриловый, глянцевый, паркетный. Вы можете взять любой другой на водной основе. Разбавляю его чуть-чуть водичкой, процентов где-то на 10. И всю эту получившуюся смесь слегка взбалтываю. Легонечко в руках, достаточно быстро он перемешивается, лак с серебром. После перемешивания переливаю в ванночку и буду наносить валиком с длинным ворсом. Наношу на всю поверхность. Стараюсь сделать крестообразные движения, чтобы проходы от валика меньше были видны. Хорошо растягиваю, не допускаю белесых следов, так как если высохнет вот именно в таком белесом виде, то серебра в этих местах будет гораздо больше, будет смотреться пятном. Лака потребуется на поверхности где-то 100 грамм на квадратный метр, больше вряд ли впитается. По этой причине слишком много не размешивайте, чтобы у вас лак не пропал. Старайтесь окрашивать поверхность кусочками неровными, чтобы смотрелось это все как состыковка такими пятнышками. То есть кривой стык, чтобы у вас подсыхающего лака приходился на такую кривую поверхность. Так в дальнейшем будет меньше видно, что у вас как бы очень много пятен.
В этом этапе нанесения нет ничего сложного, то есть прокрасили всю поверхность, теперь дадим ей полностью высохнуть часа полтора. После этого приступим к нанесению песка. Серебристый лак полностью высох, далее буду наносить островки, используя декоративный песок. Песок у меня торговой марки Парад, он выпускается в готовом цвете, называется горный хрусталь. Наносить я его буду при помощи пластиковой кельмы и обычной крышки. На крышку необходимо нанести небольшое количество материала, с которого я потом буду брать на кельму песок. Прямо из банки кисточкой набираю, делаю такие вот плюшки. В принципе, достаточно. Теперь собираю на кельму, с нее кусочками. Такая торцовка. И начинаю переносить рисунок на поверхность. То есть делаю легкие прикосновения, создавая такую небольшую шагрень на поверхности. Стараюсь двигаться как можно аккуратнее, чтобы не получился эффект того, что вы отпечатали форму кельмы на поверхности. То есть поэтому работайте либо центральной, либо нижней частью. То есть верхней частью желательно не пользоваться. А можно песок наносить губкой какой-нибудь, морской, например? Можно морской губкой, к примеру, нанести, но получится тогда рисунок более мелкий. И можно также нанести, к примеру, обычной губкой, как я уже показывала в видео, засунув ее в пакет, либо без пакета, просто губкой. То есть нанесли небольшое количество, и теперь необходимо пригладить. Приглаживать я буду той же кельмой, можно использовать другую, вторую, к примеру, пластиковую, либо ту же самую, которой и делали. Легонько подгладили, и я наношу дальше. Периодически смотрите, где не хватает, можно чуть-чуть добавить уже после подглаживания материала. Песок сохнет достаточно долго, поэтому добавлять можно в процессе подглаживания. И продолжаю. Конечко. Рисунок такой получается неоднородный, не одинарный. Если бы мы поверхность предварительно не прокрасили серебристым лаком, то есть не создали бы такую полупрозрачную шелковистую основу, то смотрелся бы рисунок слишком контрастно и не очень бы красиво. Главное едва прикасаться к поверхности. Неудачное движение может привести к тому, что будут очень большие смазы. Закончили нанесение песка. Получилась вот такая интересная поверхность. Она блестит разнообразными отблесками, то есть где-то есть в углублениях блестки мелкие, есть более крупные. Опять же, блестит хорошо перламутр, и сам песок при высыхании он дает где-то более матовый эффект, где-то более глянцевый. Ксюша, как эта поверхность в эксплуатации? В эксплуатации очень хорошо моется. Мыть такую, конечно, поверхность лучше всего, используя мягкую щетку и мыльный раствор. Так как мы кварцевый грунт покрыли лаком, лак мы использовали глянцевый, плюс добавили туда серебро, по этой причине кварцевый грунт будет меньше собирать на себя грязь и хорошо отмываться. Песок, опять же, есть разный. Есть песок, который уже в составе именно кварцевый песок. С ним работать гораздо легче, но он выглядит грубее. Есть пески, которые в составе с мелкими шариками, как микросферами стеклянными. Они выглядят гораздо приятнее, более мелкие. С ними работать сложнее, так как они очень сильно пятнят на поверхности. То есть если есть где-то подсохший участок, и вы на него нанесете вторым слоем, то это очень видно. Поэтому с такими материалами сложнее работать. С материалами, в которых в составе песок, обычный кварцевый, намного легче.
На этом я с вами прощаюсь. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии и до новых встреч на канале Креативный слой. Всем пока! Всем удачи!